Адекватность. Это не наш конек. Всем привет! Это про хобби. Ты про хобби, да? Мы про хобби. Ларри. Это Ларри, а я Чуи. Да, и вы у нас на канале. В нашей рубрике о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. У меня снова молоток в руках. Короче, у нас сегодня вторая партия фигурок по ранме. Распаковка более таких второстепенных, но тем не менее очень колоритных персонажей. Это Шампу, Рёга и вот эта панда. И в прошлом выпуске мы вам рассказали про тайтл и про тех персонажей. Сейчас мы не будем вам рассказывать про тайтл. Да, мы расскажем чисто про персонажей. Да, чуть-чуть вводную дадим, чтобы вы понимали, кто из них кто. Да. Шампу – самопровозглашенная невеста Ранмы, возраст 16 лет, превосходно владеет боевыми искусствами, добрая и приветливая девушка. Обожает обнимать Ранму, хотя ему подобные действия с ее стороны не нравятся. Считая Акане своей конкуренткой, пыталась убить ее, но всего лишь стерла ей память о Ранме. Жестоко обращается с Мусом, который искренне в нее влюблен. Свое проклятие получила в ходе дополнительных тренировок, упав в источник утонувшей кошки. Шампу живет вместе с прабабушкой, они держат китайский ресторан Неко Хантен, торгующий лапшой. Основное оружие – пара бонбори. Рёга Хибики, он же Пичан, мальчик, проклятый превращением в поросенка. Проклятие нашло на него в результате попадания в источник утонувшего поросенка, куда его столкнула Ранма девочка. А Ранма поклялся сохранить его проклятие в тайне и поэтому не говорит о нем Акане. Вследствие своей стеснительности Рёга не может признаться Акане в своих чувствах. Несмотря на тщетные попытки признаться Акане в любви, плохо переносит ее ревность к Ранме и пытается побить Ранму, когда подозревает того в измене Акане. В бою использует свою огромную силу, зонтик и банданы, постепенно овладевая различными техниками. Генма Саотоме, отец Ранмы, проклятый превращением в панду. Уклоняется от ответов и ответственности, превращаясь в панду. В облике панды общается через таблички. Забрал маленького Ранму и сбежал от собственной жены, пообещав, что вернется, когда сделает из сына настоящего мужчину. Когда беспокойная мать все же сумела разыскать их пристанище, он замаскировался, превратившись в панду. Коробка стандартная бандаевская, что у Рёги, что у панды Генмы, что у Шампу. Она открывается сбоку, есть даже скотч, удивительно. В принципе, симпатичная, не рисовка, дизайн коробки. Они использовали, как и в главных персонажей, как их там звали, Ранма, кажется. Ранма, Акане. Сходите, посмотрите, напишите в комментариях, как их звали. Да, действительно. Ребята, такой у нас маленький, короткий кроссворд на сегодня. Квест. Использовали скрины из манги во всех коробках, вообще во всей линейке, всех серий, то есть намекая на первоисточник, намекая действительно. Говоря прямым текстом, я бы сказала. Да. Вот. Что у нас есть? С дамы начнем, да? Да, мы начнем с дамы, но 16-й год. Да, это у нас июнь. Аж. И стоила она, когда ты ее покупали. Мы покупали ее на Мандараке. И стоили она 4500 йен. Ой, это очень даже ничего. Это абсолютно демократичная, прекрасная цена. Хотя, как бы это ни было странно, но найти шампу и Рёгу, и Акане было сложнее всего. Рёгу. Но Рёгу было сложнее всего-всего. Генму, Рёгу и Акане. А почему Генму-то? Кому нахрен нужна старая панда? Только мне. Нужна панда. Спасибо, голос за кадром. Вы, конечно же, не узнали этот голос. А если узнали, пишите в комментариях, что же это за мифический персонаж. У него есть рог. Рог? И он творит магию. Единорог? Единорог! Окей. Пипец, вообще простая фигурка, стоит копейки. Даже если вам не нужно купить ее. Шампу классно. Так, подождите, давайте экзамен. У нас это контрольная работа. Вы все посмотрели аниме? Вы помните, кто это такая? Что она говорила Ранме? Что это в переводе с китайского? Почему она китаянка? Что? Почему она китаянка? Кого она превращается, когда ее обливают водой? Ну-ка, давайте отвечайте. Бедная девчонка. Почему она китаянка? Она сама иногда такая просыпается, смотрит в зеркало. Почему я китаянка? Вот ответьте на этот вопрос. Смотрит на ноги, а там абибасы. Ты знаешь, это даже приятная шутка, потому что если бы сказала там маленькие ножки лотосы,
Это было бы жестко. Это мобибасы. Короче, милая шампу. Очень-очень симпатичная девушка. Не просто девушка, ну, как вы знаете, суперамазонка. Амазонка в чем? В фартуке. В фартуке. Ну, они же любят готовить. Прекрасно. Все сильные женщины ходят в фартуке. И готовят себе сами. Вспомним Мэйлин. Нет, почему-то, когда ты так делаешь, я вспоминаю Рапунцель у офтальмолога. Если вы не понимаете сейчас, о чем я, сходите, посмотрите. Подсказочка выскочит у Чуи над головой. Если вы понимаете, о чем я, поржите вместе с нами, пожалуйста. Я на самом деле хочу вот в этом выпуске заострить все-таки внимание на инструкции. Я вам ее сейчас прям вот отдельным моментом, я думала скотчик скрывать, ну бог с ним. Отдельный момент, я вам сейчас просто покажу ее отдельным кадром. Просто зацените этот взрыв мозга. Заценили? Молодцы. Да ладно, нормальная она. Слушай, она просто есть, это уже круто. Нет, это класс, плюс. Это прям за инструкцию сразу плюс, за подставку сразу она плюс. индивидуальна каждому персонажу, то есть нет такого, как, например, у нендороидов порой бывает, и было давно, когда у тебя... Меняется лица тут. Да, вот это вот сюда и это сюда, она индивидуальна каждому персу. То есть здесь прорисовано именно шампу, именно ее ручки, какие у нее есть с жестами рук, только вот эти вот, которые у нее есть в комплекте, именно ее лица. То есть, ну, условно, это как раньше мы использовали в качестве гаранта оригинальности фигурок всякие наклеечки от производителей, которые они клеят на коробке, то сейчас можно еще и инструкцию, потому что она полностью прорисована идентично тому, что у вас в коробке. Это круто, на самом деле. Это прям даже Икея, мне кажется, так не делает. Замечательная подставка, опять с силуэтом персонажа. И что-то здесь написано. На Люди, которые японисты, а ну-ка быстрее. Или китаисты, потому что шампу китаянка. Кстати, китайка. Китайка. Это вишенка есть такая китайка, но не важно. У шампу... Это китайский, мне кажется, все-таки это не... Ну, у японцев тоже же есть иероглифы, не только... Ты выучила хирогану и катакану, но у них есть иероглифы, да? Я знаю, что у них есть иероглифы. Спасибо, голос за кадром. Ты погляди-ка, в этом действительно есть логика. Нарисовано шампу, подставка шампу и написано шампу. Нет. Кстати, если помните, может у кого-то есть догадки, почему у персонажей такие странные имена? Они все из Китая. Не все, а вот именно конкретно друзья шампу. Вот есть шампу, вообще есть мусс. Вообще она не шампу. И он не мусс. Да нет, она чампу. Чампу. А он мусс. Так, мусс или... Слушай, японцы, они еще айскрим называют айскриму. Сукриму. Но это не влияет на сам факт того, что они имеют в виду. То есть шампу и чампу — это все равно шампунь. Почему? Шампунь. Почему мусс? Почему шампу? Это наверняка где-то в манге описывается и объясняется. Но я не читала мангу. Кстати, ее, по-моему, издают на русском уже. Или только-только Ранну я видела, да, томов 100. Что? Ну, много. Там реально много этих самых, много томов. У шампу ее ящичек для доставки, кстати, тоже еще одна загадочная для меня штука, потому что как можно в этом что-то доставлять и не разлить рамен? Она же этот, как ниндзя? Ну да, у нее суперспособности боевые, она же у нее уже грация кошки. Грация кошки. Она же супер-пупер. Юбочка из полиэтилена. Я не знаю, как снимать, если я сейчас еще и стулово ей сломаю, ты меня убьешь. Опа! И обратно. Дынь! Ой. Фантастика. Нет, не дынь. Вот. Слава богу, что это сделала не я. Она снеговичок. Еп. Вот. Нет, не вот. 2 hours later. До характерного щелчка. Все. Хруста. Суставов. Позвоночники. Позвоночники, да. Котейка. Кстати, у нее есть сменный пек дополнительный. Круто. У котейки, кстати, головешка крутится. Да, и у всех бандаевских котей, которых я видела, как вы все помните по прошлому выпуску, только Бандай и PSM, там же есть Луна и Артемис. Да. У них тоже голова крутится. Но Дианы у меня нет в серии, она была только в маленьких этих... С голубоволосой длинной такой девкой, я же тоже вроде делали бандайки, нет? Я не видела. Ну, короче, выпуск не про Sailor Moon, да. Если вам интересно, идите на Цуки
Ссылочку я дам в описании, уже пора бы давать. Кстати, я в Телеграме, в нашей группе в Телеграме даю ссылочки всякие на Цути, на всякие интересные продажи на форуме наших друзей Art and Toys, но что-то как-то в Телеграме вас мало, и вы вообще... Ребята, он работает в России, все в порядке, пользуйтесь им. Все хорошо, да. Есть мордашка спящий шампу. Она вообще спит? Нет, это она не спящая, это на рану в объятия поймала, такая... Не-не-не-не-не-не. Да, раночка, да. Давай мы покажем уже ее, пока мы будем ее собирать, ставить на подставочку, зрители смогут посмотреть на нее во всей красе, со всех сторон, в разных позах. Она круче, чем в аниме. Да? Мне кажется, она симпатичнее и ярче. Да. Уходим на крупный план. Пошли. Вы все видели. Да. А мы продолжаем. Рёга. 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 Персональный талисман для тех, кто не умеет пользоваться ни компасом, ни Google Maps. Вообще не может ничего. Яндекс.Карты, у него пространственный кретинизм, пространственно-географический тупизм, ну и прочее. Но при этом вы должны быть очаровательны, милые и знать боевые искусства. Да. И носить желтую банданку в пятнышко. Билайн. Июнь 2017 года подарил нам Рёгу по цене. По цене, не знаю, какая она была в июне. Там 4800 на самом деле. Да? 4800. Но мы его купили не в июне 2017 года, мы его купили в июне 2019 года. Знаете где? Все там же, все здесь же, в Барселоне? Да, очень легко. Вы можете найти этот магазин на Google. Вы знаете, как забиваете прям магазин, где Чуи купила Рёгу? Нет, но это тот же самый магазин Норма, который есть в Барселоне, в этом гиковском квартале. И мы, когда покупали там ранму, подумали, что может быть нам еще что-то хочется, но стоит это все дорого. И мы такие погуглили мы на Мандараке и не нашли только Рёгу на тот момент. Такие, надо брать. И взяли его за 65 евро. Действительно, и еще 65 евро они выбросили в Барселоне. Дорогой город. Самое дорогое, что там было, это фигурки. Ну, неважно. Короче, Рёга. Рёга уже открыт. Рёга точно так же стилизован. Да, но он скриншотами. выше шампу на 1,5 сантиметра. Шампу у нас размер 13 сантиметров, Рёга у нас 14,5 Мужчина. Конечно, он же должен быть. Мужчина должен быть выше женщины. 2 блистера, и так как Рёга у нас там всякие эти заклинания мочат руками, у него куча рук. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар и одна с пиццей. Это не пицца. Нет. Это у него... Кирпич? Давай. Книга? Пицца? Пускай будет пицца, я просто есть хочу. Пицца? Подождите. Боже мой, что же это? Подарок для Акане. Да ладно! Зонтик. С зонтиком. Подожди, у него точно красный был зонт? Да, точно красный был зонт. Ну, я сомневаюсь насчет оттенка. Мне кажется, он был покраснее. Да, он был покраснее, Но... у него, по-моему, орнамент был какой-то. Нет, это был классический вот этот японский зонт, и плюс он еще ко всему был невероятно тяжелый. Дождь собирается! Так, А тут нам нужна инструкция. Мы, если хотим, чтобы Рёга носил с собой этот чудесный зонт, берем вот так вот легко играюще делаем. И вот так вот сюда шоньк. Поньк. Входит.
выходит. И выходит. Замечательно выходит. Вот. Инструкция. Для этого и нужна. Спасибо Бандаям за то, что они дали нам наше счастливое детство. Не, я уверена, что вы бы разобрались сами, если вдруг у вас оказалась в руках эта фигурка. Интересно, какая-то подставка, нам все-таки опять понадобится инструкция. У них есть специальная подставочка, вот эта вот, которая поддерживает еще рюкзак. То есть вы условно можете его держать не только вот этим хватом, как у всех фигурок Бандая, но можете просто вот так вот поставить, чтобы он держался за рюкзак и рёгу не обхватывал ничего с краев. Интересно, зачем они это придумали? Наверное, потому что если на нем надет рюкзак, на него невозможно надеть вот эту вот цеплялку. Супра! Рёга такой, понедельник. Куда я попал? Ну что, да, это рёга. Вот такой вот он классный. А у нас остался последний, но мне кажется, сам он такой, не самый, скажем, мимимишный, самый мимимишный. После порося. Ну, не знаю. Да ладно, он клевый. Сентябрь 17 года релиз случился. А купили вы его? Купили мы его где? Фиг его знает. Голый за кадром, скажи. Мандарайки. А сколько стоил? 7000 евро. 7000 евро. Дороже, чем все остальные. Так он и больше. 16 сантиметров высота. Ла-ла-ла. Кипопо. Купопо. Напомню, он так говорил. Это было очень круто. Папа? Да, панды не говорят. Так он не говорил, он говорил кипопо, купопо. Кипопо. А наклеечка на табличку есть? Сейчас узнаем. Блин, залепили-то прям, я даже не знаю. О, есть. И не одна. Да ладно. Прохладная. Слушай, клево. А почему тогда табличка белая? Чтобы ты мог менять на ней наклеечки. Пей посуду, жги кабак. Нет. Блин, он клевый. Резиновый, да? Можно лампочку в попу вставить, будет светиться. Вроде даже почти не полый. Ну, он такой, PVC, ABS, резин, что-то там. Да, ножки у него явно классно. вставлены, башка Это тоже классно. немножко вертится. Все, и там... Вот это как-то здесь должно работать. Нет. Инструкция! Для тупых. Ну, не знаю. Я просто показываю, что есть инструкция. Вот под ту ногу. Нет. Вот, это да. Ага. Вот так она. И он на ней в шпагат садится. А я не говорила, что я умная. Магия монтажа. Да, мы справились, и теперь мы готовы вам его показать во всей красе. Побольше, поближе. А мы разве не показывали? Нет. Ну, смотрите. Ну что, оценка? Мне панда нравится. В принципе, фигурки, я считаю, те трое на уровне.
Не, клево, что вообще, в принципе, всех этих перерожденных, не перерожденных, это какое-то пафосное слово, окунувшихся, короче, сделали, потому что не хватает, мне кажется, действительно... Пущенных. Подмоченных. Хорошо, что их сделали, потому что это именно фишка вообще этой манги и этой истории вот в этой подмочке. Подмочки. Все самое интересное с вами происходит, только если вы подмочены. Ну, чуть-чуть. кстати, да, это реально так. Всем остальным просто легче живется. Нормально живется, всем остальным просто, да. Не хватает только муса, и сомневаюсь, что его когда-нибудь сделают, к сожалению. Ну, что поделать? Ну, я бы еще хотела, чтобы Куно сделали, тоже прикольный персонаж. А Нобики, а Касуми? Касуми, знаешь, это тоже такой вариант добрый... Хапаса! Я знаю, кто его может скосплеить. Есть у меня один дед на примете. Вот, речь не об этом. Речь о том, что много кого не хватает, очень клевых персонажей. Семья Куно. Тихо. Да. Даже сестра, между прочим, очень антуражная дама со своим смехом. Фигуристов не хватает. Фигуристы, фигуристы, да. Обмазываются просто, ребята. Они такие клевые. А парень, который ел замечательное боевое искусство, вы наверняка слышали по Хавать? Да. Ты что, хаваешь? Не хавай. Короче, там очень много клевых персонажей, но хотя бы эти Имеем, сделали, что имеем. да, и уже хорошо. Клево, что сделали для шампу кошечку. Да, ну Жалко, что даже не кошечка. Жалко, что не сделали для Рюги свинюху, но может быть из-за того, что Свинюху сделали для Аканы, Аканы, да, поэтому, ну, как бы Вот. возьмите от Аканы, ну, для этого купите Аканы и поставьте. сложнее всего вам будет ее найти, но что ж поделать. Вот, да и Рюгу на самом деле нелегко будет найти, как уже говорили. Генма, ну не знаю, меня он больше всего раздражал в манге, в аниме, если честно. Ну то есть Меня он раздражал, когда он был человеком. Когда он был Да, пандой, он да. был просто такая няшка. Вот эти таблички его, и вот я говорю, вот это вот жрет бамбук. я просто панда, я прохожу мимо. Да-да-да, я просто панда, я прохожу мимо. Не надо меня бить. Вот. Ну, да, окей, я соглашусь с тем, что когда он был пандой, это были лучшие его минуты в жизни. Наверное, поэтому он не стремился избавиться от этого проклятия, потому что он да, чувствовал. хотя, ну, как не стремился. Я помню, что он там чуть ли Ранму целоваться с Куно не заставил. Да, но Ради- сам-то он не целовался с Куно ради этого, согласитесь. Ну, так чужими-то руками, ну. Вот. Да. Это вау, это опять вау, потому что качество все еще такое же, как и в наших предыдущих 3 фигурках. То есть оно есть. Оно есть, да. И это очень классно. Ну, в панде там, знаете, особо качество-то что делать-то? Ну да, он, по сути, это просто отлитая, как, ну не винил, конечно, его не назовешь винилом, но по сути это такая отлитая фигурка по форме и табличка, да, на которой просто ляпаются наклеечки разные. Но здесь над ребятами постарались побольше и сделали им очень много всего ну, как дополнительного. Сменные руки, сменные лица, все покрашены хорошо, а одежда тоже. Зонтик просто шикарно втыкается в эту штуку. Втыкается, вытыкается. Вот. Жалко, не открывается, было вообще круто. Ну, ты можешь его заменить на коктейльный. Ну да, немножко не то, но бог с ним. Вообще не то, но не важно. Прикольно, что у шампу есть вот эта ее коробочка, которая тоже открывается, у нее вытаскивается оттуда. Ну, вы видели все, да, и полочки, еда там есть, господи, как кушать хочется. Пицца! Но вообще они классные. У меня опять встает вопрос относительно того, может ли, в принципе, фигурка от Бандая быть классной. Ну может. Ну ладно, давай, как бы Бандай это не DC. Вспомним Да. мою боль, когда я DC-шные фигурки обозревала. Ничего не Это говоря о просто боль. DC. Просто смысл ведь в том, что, наверное, эти фигурки самые комфортные для захода в хобби. Ну, кстати, Потому что если вы их покупаете на моменте предзаказа или когда они только выходят, заплатить 4500 йен за эту вполне себе милую, качественно сделанную девушку, это совсем недорого. Плюс у вас куча модификаций, вы можете ее собирать как хотите, у нее куча плюшек сверху, то есть это, ну ты чувствуешь себя удовлетворенным за те деньги, которые ты потратил, потому что тебе в комплекте дают еще кучу всяких приятных няшностей сейчас. И она не занимает много места. Все кошки приземляются на 4 лапы. Все, молодец. Я думаю, что на этой положительной ноте мы заканчиваем выпуск. Надеемся, что он вам понравился. Да. Такие, знаешь, такие грустные лица. Надеемся, что он вам понравился. Не, грустно, потому что Ставьте лайк, пожалуйста. фигурок по ранме больше, к сожалению, не будет. Ну-ну. Все будет хорошо. Поставьте лайк.
лайк этому выпуску, мы будем очень-очень вам благодарны. Мы очень-очень старались, меняли им ручки, ножки, головы и Мы их собирали. купили. Да, мы их купили. Мы их купили. Не вы их купили. Мы их купили. Для вас распаковали. Подписывайтесь на наши соцсети, заглядывайте к нам на Patreon. Будем вам очень рады. Да, она все время всех зовет. Вы там были вообще? Я нет. Но сходите, расскажите мне. Напишите потом в комментариях, что он там делает. Что? У меня нет денег. Я покупаю фигурки. Просит она там. Что-то какой-то шок-контент. Стрёмно на самом деле. Если вам есть 18, заглядывайте к ней туда, а я не пойду. Там без цензуры все. А мы с вами прощаемся. Пока-пока.